Привет, друзья! Сегодня в Германии снова вспоминают Ангелу Меркель, и ее новое заявление о миграционной политике стало поводом для споров. Бывший канцлер призвала к сдержанности и честности в обсуждении миграции, и многие увидели в ее словах тонкий упрек действующему главе правительства Фридриху Мерцу. Меркель напомнила, именно умеренность и взвешенность позволяют обществу сохранять доверие, особенно тогда, когда политическая партия начинает соревноваться в резких заявлениях. Но этим дело не ограничивается. В самой социал-демократической партии Германии СДПГ растет напряжение из-за реформы Бюргергельд. Все больше региональных политиков выступают против сокращения выплат и ужесточения санкций. И пока правительство спорит о социальной политике Германии, оппозиция предлагает свои жесткие варианты. Эксперты предупреждают о возможном росте недовольства. А дальше еще интереснее. На этом фоне Amazon готовится к масштабной реструктуризации, а Дональд Трамп снова делает заявление, которое вызывает волну обсуждений. Разберу, как все это связано и к чему ведет. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события последнего часа. Итак, бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила с призывом к умеренности и взвешенности в дискуссии о миграционной политике. Во время чтения отрывков из своей автобиографии в Бонне она коснулась темы миграции, не затрагивая напрямую спор вокруг городского облика. Тем не менее, ее высказывания прозвучали как косвенная критика действующего канцлера Фридриха Мерца. Меркель напомнила, в миграционной политике важно быть в деле честным, а в тоне сдержанным. Она подчеркнула, что политики часто руководствуются не искренним желанием решать проблемы, а расчетом, и что избиратели чутко ощущают такую разницу. Отдельно она вспомнила 2015 год, когда Германия приняла около миллиона мигрантов, и отметила, что тогдашнее ее высказывание «мы это сделаем» подразумевало не массовые потоки, а внимание к каждому человеку. Меркель призывает меру и центр быть основой политического диалога, особенно для демократических партий. Экстремизм и резкие высказывания лишь разрушают доверие и обостряют конфликт. Ее послание – это сигнал для всех политиков, важнее сдержанность, нежели риторика, и именно такая сбалансированная позиция может сохранить социальную сплоченность в обществе. И это только начало. В Германии, в социал-демократической партии СДПГ растет внутренний конфликт вокруг реформы программы гражданского дохода Бюргергельд. Ряд региональных лидеров открыто выступили против предложения сокращения социальных выплат и усиления санкций для получения пособий. Мэр Бремена Андреас Бавеншульт назвал разговоры о перезагрузке социального государства несостоятельными. По его словам, обязанность государства – это защищать уязвимые слои населения, а не сокращать поддержку. Похожее заявление сделали министры социальных дел земель Рейнланд-Пфальц, Саара и Гессена. Они подчеркнули, что корректировка программы допустима, но не за счет тех, кто действительно нуждается в помощи. Тем временем Союз ХДС-ХСС настаивает на реформе Бюргергельд, предлагая ужесточить условия получения пособия и переименовать программу в базовую поддержку. Эксперты из Немецкого института экономических исследований отмечают, что чрезмерные ограничения могут не способствовать росту занятости и вызвать еще большие общественные споры. Разногласия внутри социал-демократической партии Германии показывают, правительственной коалиции предстоит сложная дискуссия о будущем социальной политики Германии. А теперь внимание, дальше начинается самое неожиданное. Ведущий американский технологический гигант Amazon планирует сократить до 30 тысяч сотрудников преимущественно административного профиля. Сокращения начнутся уже во вторник и затронут различные подразделения, кадровой службы, сервисные отделы и операционные функции компании. При этом речь идет примерно о 10% от всех сотрудников в административной службе, а общее число сотрудников Amazon, напомню, превышает 1,5 миллиона человек. Глава Amazon Энди Джасси заявляет, что цель реформы – это снижение избыточной бюрократии и упрощение управленческой структуры. Он уже предупреждает, что развитие искусственного интеллекта также может оказать давление на число рабочих мест, особенно задач рутинного характера. Отмечается, что в подразделении персонала количество сокращаемых может достигнуть 15%. Для уведомления сотрудников задействована массовая рассылка по электронной почте,
Рынок уже отреагировал на эту новость. Акция компании подросла на 1,2% на открытии торгов на Уолл-стрит. При этом Amazon готовится в ближайшие дни представить финансовые результаты третьего квартала, которые могут прояснить масштаб дальнейших мер. Эта кадровая волна станет одной из самых крупнейших в истории компании и отражает серьезность переосмысления стратегии роста и затрат в условиях меняющегося технологического ландшафта. А дальше еще интереснее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсуждает возможность третьего срока. Хотя, как вы знаете, действующая конституция ограничивает избрание более чем на 2 срока. В одном из недавних интервью Трамп допустил, что с удовольствием занял бы пост вновь, если бы это стало возможно. При этом он отметил, цитата, «Я не вижу лазеек», ссылаясь на 22-ю поправку в Конституции, которая ограничит количество президентских сроков. Советник Стив Беннон высказал мнение по этой теме. Он заявил, что обсуждает некий план и что сторонники рассматривают возможность возвращения Трампа к власти в 2028 году. По словам Беннона, детали будут обнародованы, как он сказал, в нужное время. Критики обращают внимание на прямое противоречие этим заявлениям и Конституции. Историки напоминают, 22-я поправка ясно запрещает более 2 избраний. Тем не менее, разговоры о третьем сроке не утихают. Даже в официальной среде уже наблюдаются символические жесты. В политическом мерчендайзере появляются надписи «Трамп 2028». Эта тема ставит перед американской политикой сложный вопрос, готовы ли отдельные силы идти на конституционные реформы ради сохранения власти. Тем временем разворачивается новая интрига. В Германии в дискуссии вокруг миграционной политики активизировалась позиция Христианско-демократического союза ХДС и его союзников. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман предложил обсудить меры по регулированию въезда молодых мужчин из Украины, особенно в возрастной группе от 18 до 22 лет. Он аргументирует это тем, что такие мужчины могли бы внести важный вклад в развитие и поддержку всей страны. Линнеман подчеркивает, Германия поддержит Украину, но массовый приток молодых мужчин, покидающих страну, бросает вызов этой солидарности. По последним данным Министерства внутренних дел Германии еженедельно прибывают от 1400 до 1800 таких мужчин, что выше показателей предыдущего месяца. Позицию Христианско-демократического союза ХДС разделяет и глава баварской партии ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Он предлагает, чтобы Германия и Европейский Союз оказали давление на Киев с целью пересмотра разрешения на въезд молодых мужчин за пределы Украины. Зёдер заявил, что молодые мужчины могли бы оставаться в своей стране и помогать в ее восстановлении и развитии. Сторонники этих мер подчеркивают, что реформы в правилах въезда и участие в социальной системе Германии должны быть пересмотрены. При этом вероятность пересмотра правил Европейского Союза и ограничения действующих директив обязывает к серьезному законодательному обсуждению. Ведущие политики уже готовятся к законодательным инициативам и переговорным раундам на национальном и европейском уровнях. Разные позиции ставят перед правительствами Германии и Европейского Союза задачу найти тот баланс между гуманитарной поддержкой и национальными интересами. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Китай объявил о новой фазе технологического прорыва, намереваясь стать лидером в ключевых направлениях индустрии. По итогам 4-го пленума 20-го съезда Коммунистической партии Пекин утвердил план на ближайшие 5 лет, в котором на первый план выходит технологическая самостоятельность и развитие высокотехнологических отраслей. Правительство намерено направить ресурсы на развитие искусственного интеллекта, робототехники и высокоточных производств. Вместо традиционного подхода, ориентированного на массовое производство низкого уровня, ставка делается именно на инновации и экспорт технологий нового поколения. Эксперты указывают, изменения уже ощущаются за пределами Китая. Немецким машиностроителям и автомобильной индустрии приходится конкурировать с китайскими компаниями, которые все увереннее занимают сегменты технологически насыщенного экспорта. Подчеркивая стратегическую цель, Китай призывает активировать именно внедрение новой промышленности и укрепить внутренний рынок как основу устойчивого экономического роста. План предполагает пересмотр модели развития и усиление инновационной базы всей страны. Следующая новость добавляет огня в общую картину происходящего. В Литве произошел необычный случай, который временно затруднил работу двух крупнейших аэропортов страны – Вильнюсе и Каунасе.
Десятки метеорологических шаров одновременно оказались в воздушном пространстве, что заставило службы безопасности временно приостановить все полеты. По данным властей, это стало необходимой мерой для предотвращения возможных рисков для гражданской авиации. На несколько часов были задержаны десятки рейсов, пострадали более 6 тысяч пассажиров. После проверки и стабилизации ситуации полеты возобновили, однако расследование причин происшествия продолжается. Литовские спецслужбы безопасности не исключают, что этот запуск шаров мог быть несанкционированным действием, требующим проверки. Ранее подобные объекты уже фиксировались у границ с Беларусью, где их использовали для контрабанды товаров. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимonytė назвала инцидент сложной ситуацией и заявила, что правительство усилит контроль над воздушным пространством и пограничными территориями. По ее словам, страна рассматривает возможность временно ограничить работу отдельных пограничных переходов. Инцидент стал самым масштабным нарушением воздушного пространства Литвы за последние годы и вызвал обеспокоенность в структурах всего Европейского Союза. И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. Во время своей нынешней поездки по странам Азии президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На борту Air Force One, направляясь из Малайзии в Японию, Трамп заявил, цитата, «Я бы с удовольствием встретился, если он тоже захочет». Он уточнил, что пока нет официального подтверждения со стороны Пхеньяна, но подчеркнул, что Ким знает о его намерениях. Также Трамп не исключает, что может продлить визит в Азию ради такой встречи. По его словам, это было бы довольно просто. Когда журналисты спросили, признает ли он Северную Корею как ядерную державу, Трамп ответил, цитата, «Я думаю, что они в некотором смысле являются ядерной державой», и отметил наличие у страны большого арсенала. В Сеуле уже заметили признаки возможной встречи. Министр объединения Южной Кореи Чун До Йон заявил, что высока большая вероятность встречи Трампа и Ким Чен Ына. В ответ на риторические жесты Ким ранее выразил, что хранит хорошие воспоминания о переговорах с Трампом. Однако на данный момент Пхеньян сохраняет молчание, никаких официальных ответов или подтверждений не поступало. Если встреча все-таки состоится, она станет первой за последние годы попыткой восстановить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном и вызовет серьезный интерес мировой политической сцены. И вот тут начинается самое интересное. В Германии продолжается активная дискуссия о возможной кандидатуре Берлина на проведение Олимпийских игр. После того, как в Мюнхене, я вам рассказывал, на референдуме более 66% избирателей поддержали идею заявки на Олимпиаду 2036, 2040, 2044 года, внимание переключилось уже на столицу. Карух Нируман, назначенный представителем по вопросам Олимпийских игр в Берлине, отметил, что положительный результат в Мюнхене придает дополнительный импульс столичной инициативе. Нируман подчеркивает, что Берлин обладает значительными преимуществами и развитой транспортной инфраструктурой, опытом проведения крупных мероприятий и наличием необходимых объектов. В отличие от других претендентов, таких как Гамбург и Рейн-Рур, Берлин не планирует проводить референдума, а намерен начать процесс через народную инициативу и широкое участие граждан с начала 2026 года. По словам Нирумана, Олимпийские игры могут стать тем катализатором для инвестиций и развития города, а не конкурировать с социальными или экологическими проектами. Он рассматривает Олимпиаду как шанс для Берлина продемонстрировать свою способность организовывать международные события на высоком уровне. Однако стоит отметить, что в Берлине уже возникли вопросы по поводу прозрачности процесса. Внимание! Недавно сенатор по вопросам внутренних дел и спорта Ирис Шпренгер столкнулась с критикой на задержку предоставления информации о планах по заявке. Тем не менее, она защитила свои действия, ссылаясь на внутренние процедуры. В ближайшие месяцы предстоит решающее голосование Олимпийской спортивной конфедерации Германии, которая определит, какой из городов будет представлять страну на международной арене. Ранее Мюнхен уже проводил Олимпиаду, напомню, в 1972 году. Сегодня Гамбург, Рейн-Рур и Берлин продолжают борьбу за право стать хозяинами Олимпийских игр. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.